Представьте себе такое. Много тысяч лет назад, в невообразимо далеком прошлом, на Землю прибыли внеземные существа. Сторонники теории о древних астронавтах считают, что именно так все и было, что высокоразвитые существа из других миров посетили нашу планету давным-давно и повлияли не только на человеческие культуры и религии, но и на нашу технологию, а возможно даже на биологию. Считается, что многие божества, которым поклонялись в древних цивилизациях, не что иное, как инопланетные гости, обладавшие продвинутыми приспособлениями, которые наши предки принимали за проявление божественной силы. Подобные версии утверждают, что знаменитые объекты вроде пирамид, Стоунхенджа и статуй на острове Пасхи являются свидетельством деятельности этих пришельцев или их потомков. А кое-кто даже полагает, что человечество само могло быть потомками или творениями таких могущественных существ. Главным обоснованием у сторонников подобных взглядов выступают так называемые артефакты не своего времени, предметы или художественные изображения, которые будто не вписываются в уровень развития древних народов. Утверждается, что во множестве культур найдены схожие легенды о богах, сошедших с небес и наделявших людей знаниями. Официальная же наука считает, что все эти сооружения и достижения объясняются человеческой изобретательностью и умениями, а не инопланетными технологиями. Но поклонники теории древних пришельцев напоминают, человечество не располагает полным собранием исторических документов, а значит, любые загадочные пробелы некоторые люди склонны объяснять визитами из космоса. Самым известным популяризатором теории древних астронавтов стал в свое время Эрих фон Деникен, автор неакадемической книги «Chariots of the Gods» «Колесницы богов», который написал о том, что многие боги разных культур – это пришельцы с высокими технологиями, а люди раньше не могли понять истинную природу этих гостей. Его идеи подверглись жесткой критике в научной среде. Тем не менее, сама теория древних астронавтов родилась еще до фон Деникена, в конце XIX – начале XX века, когда зарождалась научная фантастика. В 1950-е и 1960-е годы эта идея получила новую волну популярности, а после успеха книги фон Деникена вышла на массовую аудиторию. Сегодня ученые признают, что присутствие инопланетян в прошлом не доказано и не нужно для объяснения древних сооружений или культур, однако предположить, что это совсем невозможно, формально никто не берется. Сторонники теории об инопланетном воздействии часто указывают на библейские тексты, предполагая, что многочисленные рассказы о существах, нисходящих с небес, являются свидетельствами вмешательства внеземных визитеров. К примеру, в книге «Бытие» есть упоминание сынов Божьих, вступивших в брак с дочерьми человеческими. Их потомство, нефилимы, описываются как великаны. Одни считают, что это всего лишь разные ветви потомков Адама и Евы, но другие уверены, это намек на смесь ДНК инопланетян и людей, породившую гигантов. В тексте книги Еноха, не входящей в канон большинства христианских конфессий, но дающей дополнительные детали, говорится, что 200 ангелов-наблюдателей спустились на Землю, научили людей магии, металлургии и многим иным знаниям, а за это были низвержены и скованы. Некоторые люди видят в этих ангелах инопланетян, которым было велено лишь наблюдать за человеческой цивилизацией. Еще один любимый пример сторонников палеоконтакта – книга пророка Иезекииля, где описывается фантастическое видение сияющего колеса, окруженного существами с 4 лицами, с крыльями и ногами, похожими на отполированный металл, а колеса будто были усажены глазами. В эзотерических и конспирологических кругах это явление интерпретируют как описание космического корабля. На схожих позициях стоят и те, кто говорит о Ковчеге Завета и некоторых других чудесах, предполагая, что это могла быть высокотехнологичная конструкция. В 1960-е годы появлялись теории, что многие библейские чудеса можно объяснить инопланетным вмешательством. Некоторые авторы даже утверждали, будто Иисус был пришельцем, указывая на библейские стихи, где он говорил «я отвыше» и прочие фразы, которые трактовали как намек на неземное происхождение. Другие идут дальше и полагают, что рай, ад и вся религиозная символика связаны с пояснениями о планетах или инопланетных базах, показываемых людям, чтобы держать их в страхе либо подчинении.
Некоторые считают, что и древнее искусство полно улик о контактах с пришельцами. Говорят о наскальных рисунках, где видны фигуры с куполообразными шлемами или скафандрами, указывают на средневековые фрески, где в небе виднеются странные объекты, похожие на диски. Ученые-искусствоведы отвечают, что все это обычно символы, религиозные аллегории или фрагменты художественного стиля. Еще одна улика линии Наска в Перу – огромные рисунки на Земле, которые можно разглядеть только с большой высоты. Сторонники теории внеземного вмешательства полагают, что они могли быть созданы либо по указаниям богов, либо служить посадочными полосами для кораблей, поскольку те линии удивительно прямые и протяженные. Археологи объясняют их ритуальным назначением и возможностью создать такие рисунки при помощи простых инструментов. Также вспоминают о птице из Сакары и золотых фигурках из Колумбии, которые очень напоминают самолеты, и кто-то видит в них модели летательных аппаратов древних богов. Официальная археология утверждает, что это стилизованные птицы и насекомые. В конце концов, всплывают легендарные сооружения пирамиды Гизы, Мачу-Пикчу, Баальбек, Стоунхендж, гигантские статуи на острове Пасхи. Говорят, будто люди того времени физически не могли воздвигнуть такие объекты, но многочисленные научные эксперименты доказывают обратное. Древние цивилизации обладали нужными навыками и технологиями. Официальная наука по-прежнему ставит древних богов-пришельцев в категорию псевдонауки и критически смотрит на многие интерпретации. Впрочем, и ученые не отрицают, что сама по себе жизнь где-то во Вселенной может существовать. Просто нет поводов утверждать, будто они уж точно посещали людей в далеком прошлом. В последнее время, после того, как правительство США рассекретило некоторые материалы о неопознанных воздушных явлениях, обсуждение темы пришельцев вспыхнуло с новой силой. В 2022 году даже прошли слушания в Конгрессе, где военные подтвердили, что есть объекты, природу которых они пока не могут объяснить. Некоторые конспирологи полагают, что все это часть подготовки к раскрытию более серьезной информации. Насколько вероятно, что древние астронавты вернутся? Если это действительно были наши создатели или покровители, то вполне возможно, что они периодически наведываются, мониторят нас или даже живут среди нас под прикрытием. Однако все эти утверждения остаются на уровне теорий и верований, пока не будет представлено убедительных доказательств. Нам говорят, что книга Откровения – это пророческое предупреждение о конце света, но кто-то убежден, она говорит не о духовном финале, а о возвращении тех, кто когда-то властвовал на земле. Греческое название книги «Апокалипсис», то есть «раскрытие» или «снятие покрова». Возможно, это снятие покрова с древней тайны о тех, кто являлся как божественные существа, но в действительности могли быть внеземными правителями, вернувшимися, чтобы вновь вступить в свои права. Некоторые предполагают, что библейское описание огня, нисходящего с небес, и битв в воздухе, а также появление чудовищных созданий – это намек на инопланетное вторжение или возвращение. Далее указывают, что в книгах Ветхого Завета, например, в Бытии и Исходе, мы видим сюжеты о том, как некий могучий бог или боги ведут народ, спускаясь в облаке огня и дыма. С точки зрения гипотезы внеземного вмешательства, это могут быть описания посадок летающих кораблей. В таком же ключе рассматриваются и тексты о битвах, в которых небесные существа проявляли колоссальную мощь. Некие исследователи переводят ветхозаветное слово «елохим», часто трактуемое как множественное число от «бог», утверждая, что это может означать не просто божественную сущность во множественном числе, а группу внеземных существ, создавших человечество. Если эти боги Анунаки, то книга Откровения, возможно, содержит их финальные планы по возвращению на Землю. В книге Откровения упоминается явление сущности в облаках и узрит его всякое око. Некоторые трактуют это как прибытие флота космических кораблей. Там есть и описание битвы ангелов, которой противостоит дракон, напоминает рассказы о конфликте среди самих Анунаки, где одна фракция свергла другую. Возможно, речь идет о войне, которая уже шла в древности и когда-то привела к уходу богов, но теперь обещает повториться. Множество людей интерпретирует 4 всадников апокалипсиса, завоевание, войну, голод и смерть как последствия прихода этих сил. И если они сражались между собой, то человечество раньше страдало в ходе таких катастроф. По версии некоторых, книга Откровения
изображает повторение цикла, в котором анунаки вернутся и снова обрушат на мир войны, эпидемии и голод. Особое место занимает образ зверя и его начертания. Говорится, что без этого знака нельзя ни покупать, ни продавать. Многие религиозные комментаторы видят в этом образ будущего тоталитарного контроля. Но существуют и нестандартные взгляды. Если зверь – это какой-то лидер анунаки, собирающийся вернуть себе власть, то начертание может быть не просто экономической системой, а, к примеру, генетической меткой, напоминающей о том, что анунаки некогда создали людей и теперь хотят пересоздать их подчинение. Некоторые говорят о возможности вживления чипов, переписывающих ДНК или отслеживающих все действия людей. Еще одна загадка откровения Новый Иерусалим. Гигантский город, спускающийся с небес, описан как построенный из золота, похожего на прозрачное стекло, и украшенный множеством драгоценных камней. Согласно традиционным религиозным взглядам, это образ небесной обители для спасенных. Но есть и теория, что это описание крупного космического корабля или станции Анунаки, где они вновь установят свою столицу. Ведь в мифах об этих существах золото упоминалось как ценное для технологических целей. И если рассматривать Новый Иерусалим буквально, то можно представить огромную летающую мегаструктуру. Задается вопрос, вернутся ли анунаки как спасители и дадут ли нечто вроде рая ограниченному числу людей, или это будет продуманный капкан, в котором те, кто примет власть богов, получат доступ к ресурсам, а все остальные окажутся в изгнании. Уместно вспомнить, что правящие элиты, возможно, знают об этом больше, чем говорят, поэтому мы видим постепенное раскрытие уфологических материалов, подготовку общественного мнения через фильмы и сериалы об инопланетянах и божественных сущностях. Другая точка зрения утверждает, что книга Откровения, где упомянуто, что война в небесах была между Михаилом и драконом, всего лишь описывает старый конфликт между анунаки. Может быть, не все они были единодушны в том, как обращаться с человечеством. Одни хотели большего контроля, другие дать людям больше свободы. Но итогом стала глобальная катастрофа, отраженная в множестве мифов о падших ангелах, потерянном рае, гневе богов и почти полном уничтожении цивилизации. Приводят пример реальных раскопок в Мохенджо-Даро, где будто бы были обнаружены следы воздействия очень высоких температур, что некоторые считывают как следы древнего оружия массового поражения. Более приземленные ученые, конечно, объясняют это иными причинами или сомневаются в корректности подобных интерпретаций. Однако сторонники внеземной версии говорят, что подобные разрушительные устройства могли использовать высшие существа, обладающие космическим флотом и невероятными технологиями. Именно об этом якобы и предупреждает книга Откровения. Они придут снова, и вся Земля содрогнется от битвы сил, превосходящих нас. По этой логике правительства пытаются усилить космическое военное присутствие, создавать оружие, способное дать отпор. А общественность потихоньку приучают к идее, что мы не одни, и рано или поздно нам придется столкнуться с братьями по разуму, которые могут оказаться скорее господами, чем равными. Параллельные гипотезы говорят, что те самые анунаки могут называться и падшими ангелами или обманщиками, именами вроде Сатаны или Люцифера, что были символами разных фракций, за которыми и стояла сущность под названием «Зверь». Другие уверены, что все иначе. Есть Галактическая Федерация, которая борется с мятежной группой, а люди — это поле битвы из-за нашей генетики и ресурсов планеты. Наконец, есть третьи теории, где упоминаются Питкизакс и Аплашекио, якобы рептильные и сирийские родичи, возненавидевшие других лидеров космических сил и решившие использовать Землю для утверждения своей власти. Подобная ветвь мифологии вводит представление, что они генетически создавали царские династии. Между ними и представителями света, возможно, идет война, но большинство наблюдателей считает все это еще более фантастичной версией, чем классическая теория палеоконтакта. Однако кое-кто утверждает, что темные силы уже фактически связаны, и что светлые силы всегда контролировали ситуацию. Мол, человеческая история – это лишь грандиозный экзамен для наших душ. После важного сдвига или вознесения все эти коварные сущности будут окончательно устранены, а Земля войдет в новую эпоху. Но пока этого не случилось, люди вынуждены жить в мире, где определенные тайны недоступны пониманию масс.
Еще один пласт рассуждений касается того, что если эти существа инопланетяне, способные путешествовать по галактике, они могли бы применять средства транспорта быстрее скорости света или иные методы перемещения, будь то червоточины или гиперпространственные коридоры. Поэтому их внезапное появление вновь, спустя тысячи лет, вполне объяснимо. К тому же, возможно, они вообще никогда не покидали Землю, а жили рядом, но в скрытых сферах или глубинах планеты. Сторонники теории мультивселенной полагают, что то, что мы называем небом и духовными мирами, может быть другими измерениями, и что легенды об ангелах, демонах, богах и так далее – это столкновение реальностей. Такая гипотеза тоже остается недоказанной, но дает интересный взгляд на феномен, когда объекты появляются и исчезают без следа. Перейдем к конкретным наблюдениям и историям, связанным с неопознанными летающими объектами. В 2015 году пилоты ВМС США сообщали о странных эллиптических объектах, движущихся с большой скоростью и вращающихся. Они не имели видимых двигателей и, казалось, парили над морем. За несколько месяцев подобных наблюдений стало много. Эти сведения попали в прессу в 2019 году, а в 2020 году ВМС официально опубликовали видеозаписи, и хотя нет прямого доказательства, что это что-то внеземное, военные признают, что не могут все объяснить. Первые массовые отчеты об НЛО относятся к лету 1947 года, когда был случай в Розуэлле. Сначала военная база сообщила о летающей тарелке, но вскоре это скорректировали до метеозонда. Заговоры вокруг Розуэлла с тех пор не утихают. В 1995 году ВВС США сообщали, что таинственные обломки были частью засекреченной программы Project Mogul, а рассказы про тела пришельцев – это манекены для теста систем катапультирования. Тем не менее, многие остались при мнении, что власти скрывают истину. С 2021 года Пентагон выпустил краткий доклад о загадочных воздушных явлениях, признав, что есть наблюдения, которые остаются без объяснения. Они заверяют, что пока нет признаков инопланетного происхождения объектов, но подобная формулировка только усилила слухи. В 2022 году Конгресс США провел публичные слушания, где военные офицеры признали существование более 400 таких наблюдений, не указывающих однозначно на пришельцев, но и не объясняющихся банальными причинами. Ученые обращают внимание на огромный космос и предполагают, что жизнь может оказаться не редкостью, но искать ее стоит через проекты вроде сети, а не через изучение НЛО. Однако стигматизация темы долго мешала специалистам заниматься ею всерьез. В последние годы НАСА создает рабочие группы, чтобы лучше анализировать необъяснимые явления с помощью научных методов и наблюдений. Тем временем есть и новое поколение уфологов, которое видит в каждом загадочном воздушном объекте признак того, что возвращение давних богов близится. Указывают на различные случаи массовых наблюдений, например, в 1947-м безумие летающих тарелок, или истории о странных дронах, баражирующих в небе. Некоторые случаи остаются неразгаданными. Существует и японская легенда об Уцуро-Буне, таинственном пустом корабле, выброшенном на берег в 1803 году, внутри которого якобы была девушка с незнакомым языком и странным ящиком. Любители тайн считают это древним аналогом НЛО историй. Проблема в том, что ни одно из этих наблюдений не дает однозначных доказательств инопланетного вмешательства, но те, кто верит в возвращение Анунаки или других гостей, говорят, что нас готовят к моменту, когда все пазлы сойдутся. Тогда история о древних богах получит новый поворот. Они явятся, чтобы вернуть себе былую власть. Происхождение Вселенной, Большой взрыв, вопросы о природе черных дыр и мультивселенной нередко включаются в эти обсуждения. Отдельные теоретики думают, что каждый раз, когда во Вселенной рождается черная дыра, она порождает новую реальность. И что мы сами можем быть дочерней Вселенной, рассматриваемой кем-то извне так же, как мы смотрим на черные дыры. Второй текст подробно говорит о книге Откровения, предполагая, а вдруг там описывается не только пришествие Христа, а еще и возвращение Анунаки, которых люди некогда звали богами. Огонь с неба, битва сил, открытие бездны и явление чудовищ вполне можно истолковать как вторжение космического флота или развертывание технологий, которые нам кажутся магией. По версии сторонников таких взглядов, если книга «Бытие» и «Исход» повествуют о том, как Бог или боги вмешивались напрямую, то в Откровении это вернется в глобальном финале, где планета снова станет ареной конфликта между ангелами и драконом. Кто-то называет дракона Люцифером или рептилоидом из числа Анунаки, который когда-то был низложен, но приготовился к возвращению.
Кроме того, отмечают повторяющийся мотив о золоте и драгоценных камнях, в том числе при описании Нового Иерусалима, что может указывать на технологическое использование этих ресурсов. Если поверить, что анунаки ранее использовали золото для каких-то своих целей, например, для стабилизации атмосферы собственной планеты или для энергетических приборов, то все эти упоминания могут быть частью одного пазла. В этом же тексте есть идея, что те, кто сейчас правит Землей за кулисами, возможно, уже в курсе грядущего возвращения. Они проводят мягкую подготовку, чтобы человечество не впало в хаос. Публикации об НЛО, религиозные речи о возможных внеземных братьях, фильмы, популяризирующие контакты с инопланетянами – все это может приучать нас к мысли, что внеземная жизнь реальна и, возможно, близится официальный контакт. Третьи тексты относительно анунаки подчеркивают, что само слово «анунаки» в древности означало любую группу богов с небес, что в контексте падших ангелов оно связано со злыми или обманными силами. Существует рассказ о том, что такие сущности из разных рас рептилий и сирийцев стали враждовать из-за ревности и влиять на человечество. Якобы эти существа были во главе известных в прошлом религий, выдавали себя за богов и манипулировали генетикой людей, в том числе создавая королевские династии с удлиненными черепами и большим ростом. По одной из самых экзотических версий, людей изначально создали добрые представители Галактической Федерации, а вот группу Адама и Евы потом дополнительно модифицировал один из падших ангелов, создав особенную ветвь, которая выглядела более сирийской. Другие конспирологи говорят, что падших меньше, чем светлых, но нам дозволили пройти духовный тест, поверим ли мы обману или нет. Многие тексты говорят о вознесении и о том, что после определенной астрономической или духовной даты злые сущности будут изгнаны с Земли. Но в любом случае упоминается, что пока люди сами не осознают масштаб иллюзий, темные силы все же присутствуют, сея конфликты и страх. Получается, обобщая, есть множество версий о том, кем были или есть анунаки. Одни называют их первыми богами, посетившими Землю, другие – падшими ангелами, третьи – рептилоидами, четвертые уверены, что они уже давно побеждены, а человечество готовится к новой эре без тьмы. Другие сторонники теории заговора, напротив, ждут, что они скоро появятся, и тогда весь мир узнает правду о наших истоках. Во всех этих сценариях повторяется один мотив – свобода или покорность. Придут ли они как освободители, благодетели или как завоеватели? Если принять их за богов, люди легко отдадут им власть. Если распознать в них жаждущих контроля обманщиков, те, кто попытается сопротивляться, могут столкнуться с жесткими мерами. И книга Откровения, по одной из гипотез, всего лишь предупреждает, когда зверь установит печать, нельзя будет ни покупать, ни продавать без нее. Если это не духовный символ, а реальная технология, генетическое клеймо или чип, то миллиарды людей окажутся под тотальным контролем. В то же время часть теоретиков говорит, что борьба не окончена, и у нас есть выбор. Упоминается война в небесах, которая может означать конфликт двух фракций Анунаки, а возможно и более масштабный раскол, затрагивающий всю галактику. Придут ли силы, которые защищают человеческую свободу и помогут нам, или те, кто желает установить новый мировой порядок? Древние тексты оставляют простор для самых разных версий. Порой говорят, что в Откровении явление Нового Иерусалима – это не дар, а ловушка-технологическая база, куда попадут избранные. Остальные же останутся снаружи в хаосе и разрухе. Считают, что жители внутри этого космогорода фактически подпишут договор о подчинении. Другая интерпретация более оптимистична и говорит, что это будет освобождение человечества, где никто больше не будет страдать, и это действительно обещанная Богом обитель. Современные глобальные процессы, такие как цифровизация, внедрение биометрии и переход к безналичным расчетам, рассматриваются как предпосылка возможного будущего, где, если вернутся боги, у них уже будет готовая система для контроля людей. Кто-то видит в этом опасность полной потери личной свободы. В итоге человечество остается в состоянии ожидания. Одни верят в возможное раскрытие инопланетного картеля и считают, что именно это описано в библейском апокалипсисе, только зашифровано на языке своего времени. Другие убеждены, что все сведется к тому, что люди продолжат не ведать ничего конкретного, а власть имущие будут играть в собственные игры. Если совместить все эти теории, то картина получается настолько масштабной и полной тайн, что каждый человек волен решить, верить ли ему в возвращение Анунаки, в то, что книга Откровения описывает космическое вторжение или освобождение, или же оставаться на стороне научного скептицизма.
Однако, как говорят некоторые уфологи и мистики, то, что многие народы хранили схожие легенды о богах с небес и предупреждения об их возвращении, наводит на мысль, что, возможно, за этим кроется нечто большее, чем простые мифы. Так или иначе, современная эпоха все ближе к тому, чтобы признать или опровергнуть гипотезы о внеземном присутствии. А если вдруг однажды огромный сияющий город или корабль действительно спустится с небес, мы непременно вспомним все эти пророчества и споры о том, чье явление на самом деле описывала книга Откровения, и кем были те таинственные анунаки, о которых мечтали и которых порой боялись наши далекие предки. Если это видео заставило вас задуматься, поддержите нас. Поставьте лайк, поделитесь этим видео, подпишитесь на канал и напишите комментарий. Это ваша связь с нами. Ваше участие, которое вдохновляет нас создавать для вас еще больше контента. И, конечно, мы хотим узнать, что интересно именно вам. Напишите, о чем бы вы хотели узнать в следующих видео. Это может быть тема сознания, души, загадки Вселенной или что-то совершенно новое. Ваши идеи помогут нам идти дальше. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. До встречи в следующем видео.